Наше расследование завершилось. Осталось посмотреть, как сложились судьбы основных участников этой истории. И в этой серии поговорим о родственниках погибших, потому что именно они оказались в самой странной и жуткой ситуации. Эти люди внезапно очутились словно внутри какой-то другой, чужой им страны. Не в той, какой они себе ее представляли до февраля 1959 года. До этого у них была понятная картина мира. Советское государство, закон, партия, порядок. И тут вдруг выясняется, что когда на них внезапно свалилось настоящее горе горькое, они потеряли своих самых близких людей, то никто ничего толком им не собирался объяснять о причине их гибели. Версии сменялись одна другой, то какие-то шары, то секретность, то испытания, и все это было окутано мутной атмосферой недоговоренностей. И человек в такой ситуации начинает терять почву под ногами, особенно в конце 50-х, когда советские люди в принципе воспитывались в убеждении, что государственная система обязана им все объяснять и все контролировать. И именно поэтому родственники более чем кто-либо цеплялись за любые слова, слухи, намеки. Они пытались хоть как-то вернуть себе ощущение понятной реальности. И дятловеды потом десятилетиями будут терзать братьев и сестер дятловцев вопросами. Может, родители ваши знали больше? Может, им кто-то шепнул правду? Но ничего внятного они не слышали в ответ. Обычно им рассказывали о растерянности отцов и матерей, которые внезапно поняли, что привычный мир вокруг них устроен не так, как они думали. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, родственники погибших. Надо понимать, что были это самые, что ни на есть, обычные советские люди того времени. Среди них не было ни диссидентов, ни каких-то там антисистемщиков. Совсем наоборот. Это были люди, воспитанные советской системой и во многом искренне ей доверявшие. И мы уже видели по их допросам у прокуроров в апреле 1959-го, что никакой тайной правды они не знали, никаких секретных признаний им никто не делал, никакими сенсационными сведениями они не обладали. Родственники погибших метались ровно так же, как и все остальные, пытаясь хоть как-то понять, что произошло. И, как мы говорили, очень вовремя появилась для их израненных душ удобная версия, в которой звучали такие понятные для советского человека термины, как секретность, ракеты, испытания, государственная тайна. А в конце 50-х эти слова звучали почти гипнотически. Если секретное, значит государственное, а если государственное, значит так надо. И многие родственники действительно постепенно успокоились, внимая этой логике. Но параллельно возникала другая, очень тяжелая вещь. Даже принимая эту полуофициальную секретную версию, родственники все равно чувствовали, что с ними поступили неправильно. Их, как преданных строителей коммунизма, угнетало то, что именно они вот никак не заслужили такого к себе отношения. Потому что когда произошло страшное горе в их жизни, то та система, которой они доверяли всю жизнь и служили ей, фактически отвернулась от них. Где-то внутри их грызло, что ракетная версия – это для всех остальных, для населения, а им власть обязана все объяснить, поддержать и сказать им правду. Но постепенно отцы и матери погибших начали осознавать, что никто по-настоящему разбираться в гибели дятловцев не собирается и правду им никто не скажет. И вот это ощущение для многих оказалось тяжелее самих слухов о ракетах или испытаниях. Потому что рушилась их вера в то, что если ты честный советский человек, лояльный, преданный власти, партийный, то государство это оценит, защитит тебя и, по крайней мере, в трудные минуты жизни отнесется к тебе по-человечески. Большинство этих семей ведь действительно чувствовали себя частью системы, многие были членами партии, верили в советский проект, существовали внутри этой идеологии абсолютно искренне. А тут выясняется, что это была иллюзия. И именно поэтому удар для них оказался таким болезненным. Да, семья Тибо Бриньоля уже сталкивалась с репрессиями, но это было еще при Сталине, в другую эпоху. А остальные семьи жили с ощущением: сейчас другое время, теперь такого быть не может, мы свои.
И вдруг получается, что перед государственной машиной они такие же беспомощные, как и любые другие советские люди. Просто раньше они об этом не задумывались. Начнем с тех, кого не вызывали на допросы в 1959-м. Золотарев. Он сам был членом КПСС, но родня его проживала далеко, аж на Кубани. Мама пожилая, 76 лет. Тем не менее, она нашла в себе силы и весной 59-го приезжала в Свердловск, присутствовала на похоронах сына и, конечно, наслушалась всяких версий. Родственники Семена Золотарева потом все это озвучили. Племянница Наталья. Я слышала, что в горах он не замерз, а всю их экспедицию уничтожили. Про уничтожение их группы говорили тетя и дядя, папин старший брат, который воевал. Он тоже уже умер, как и тетя. Племянница Елена добавила. Еще я слышала, что их не лавина накрыла, а вырезали. Племянница Алла Боровиковская. Когда он погиб, то родные сестры Семена, ныне покойные, еще в те времена говорили между собой, что его и других туристов в горах убили. Откуда у них взялась такая информация, мне неизвестно. Сейчас родня Золотарева практически обязательные участники всяких телешоу. И в последнем из них Варсегова за сердце хваталась, слушая какую-то 30-ю племянницу Золотарева. Дорошенко. Маме его, Надежде Артемовне, было 44 года, но она еще перед роковым походом переехала с детьми в Казахстан, проживала в Актюбинске. Сестра Дорошенко Рашевская в интервью на Вига рассказала следующее. Когда она, мама, приехала, они сказали, что они замерзли и все. А когда брат там в УПИ 5 лет учился, и все эти годы, когда приезжал летом, мама спрашивала. Он говорил, то медведь на них напал, то испытание оружия, то там что-то взорвалось неудачно, то ракета там падала. С тех лет только разговоры об этом и были. Мама спрашивала, ну а что там конкретно-то было? Ты сходи, узнай. А брат сказал, кто меня будет слушать, студента, когда родители более уважаемые, более компетентные ходили, то их отправили и сказали, чтобы больше сюда не ходить, все засекречено. Навига все-таки гнет свою линию и задает Рашевская вопрос, обращалась ли семья в последующие 50 лет в официальные органы власти по поводу пересмотра дела. Надо сказать, что детловеды мечтают об этом. А подать заявление о пересмотре судебного решения можно только по вновь открывшимся или новым обстоятельствам со стороны по делу, истец, ответчик, подозреваемый, обвиняемый и так далее. Рашевская отвечает, я ничего об этом не знаю. Мама моя уже пожилая женщина была и, конечно, никуда не обращалась. Навиг. А брат? Рашевская. Он считал, что было испытание оружия 100%, и других у него сомнений не было. Брат Володя учился в это время в УПИ, с родственниками погибших встречался и все версии сообщал маме. Потом сказал, что им, то есть родственникам, сказали больше не ходить, не интересоваться, никто им ничего не скажет. Конец цитаты. Позднее Надежда Артемовна переехала с сыном Владимиром в Киев, где умерла в 2003 году. Колмогорова. Родителям под 50, рабочие крестьяне, до них тоже долетали слухи в Каменск-Уральский. Сестра Зины Тамара Запрудина рассказала следующее. У меня родная сестра, она была партийная, сходила туда, в Свердловске, к самому Кириленко. И ей сказали вроде того, что вы коммунист, что вы тут ходите? Если родителям нужна пенсия, обращайтесь к военным. Да, но она была коммунистка. Она сказала, да, мне все понятно. Как раньше-то было? Так ведь, а родители чего могли? Родители. Конец цитаты. Вот мы видим штрих очень характерный. Власти били на коммунистическую сознательность, и членами партии легче всего было управиться, потому что потерять партбилет – это была для них катастрофа. Сестру Колмогоровой послали к военным, это как на деревню дедушки. Каким конкретно военным? Понятно, что лишь бы отвязаться. Тибо Бриньоль. Отец, напомним, репрессированный, умер еще в 1943-м. Мать Анастасия Прохоровна в 1946-м вместе с сыном Николаем переехала к дочке Елизавете в Кемерово. Длительное время работала в Кемеровской средней школе номер 10,
За добросовестный труд неоднократно награждалась почетными грамотами, пользовалась заслуженным уважением среди коллег. Умерла в 1978 в Кемерово. Пискарева нашла двоюродных племянников Николая, Марину и Сергея Казанцевых. Марина Казанцева. В семье не было определенной версии. Помню разговоры о сильной радиоактивности, о том, что туристы вели себя так, как будто ослепли, что одежда одних была на других, что начальство убеждало родителей, что надо похоронить туристов в Ивделе, что военные проявили большую активность, как будто виноваты, заглаживали свою большую вину, известную им. Конец цитаты. Сергей Казанцев. Какая тогда была версия? Испытание оружия. Почему? Потому что туристы были обожжены, отравлены. Судя по их действиям, были ослеплены, расползлись, были не все в одном месте. Был момент умопомешательства. Это может быть и от отравления, и от холода. Ночь в лесу, в темноте, медленно двигались, очень плохо соображали, ветки брали на ощупь, в 2 шагах не видели. Конец цитаты. Как видим, версии родственников не отличались оригинальностью. Дятловы. Казалось бы, их сын был руководителем группы. Старший брат Мстислав тоже турист, поощрял младшего. Жили не как остальные, которых мы перечислили в других городах, а почти в Свердловске. Отец инженер, механик Уральского хромпикового химического завода, умер в 1970-м. И многие возмущались на форумах, почему брат Мстислав не участвовал в поисках, почему ничего не известно о его активности в то время. Навиг нашел сестру Игоря Дятлова Перминову и стал ее опять же пытать, писали ли родители письма в прокуратуру или еще куда, на что сестра ответила, что нет, этого не было. В другом ее интервью в 2013 году для Первого канала Перминова ответила так. Конечно, родители пытались, безусловно, добиться. Потом они, конечно, рассказывали, что, конечно, постоянно пытались добиться все родители, ходили по инстанциям и так далее. И в конечном итоге им сказали, никуда не ходите, все, считайте, что они замерзли, все. Больше никаких хождений, никаких разговоров не было. Просто сказали, что все, не лезьте и все. А время было такое, что тут, в общем-то, сказано, значит сказано. И, конечно, это вообще смешно. Это просто невозможно, чтобы просто здоровые ребята и вот так, вот элементарно примитивно замерзнуть. Даже они, если были раздетые. Но факт в том, что еще неизвестно, что там было и как там было. Вот. И, конечно, всегда это связывалось, ну, по крайней мере, у нас в семье. Всегда считалось, что это связано с военными. Сомнений в этом смысле никаких не было. Конец цитаты. А что до старшего брата Мстислава Дятлова, то на тот момент ему было 29 лет. После окончания УПИ работал в Красноярске. В 1959-м в биографии пишут, главный инженер Первоуральского трубного завода проживал с семьей у родителей. И получается, что Мстислав вел себя тихо, не высовывался, видимо потому, что подозревал, что без некомпетентности брата в том походе не обошлось. И если он и правда занимал должность главного инженера, то тем более ему было что терять. Замерзли, так замерзли, ракета, так ракета. На похоронах Дятлова очень видно, что представляли собой советские люди не на открытках и первомайских демонстрациях, а в реальности. Вот таким плохо одетым и питавшимся, убитым горем, холеный Кириленко кричал, что их дети просто замерзли, а лишние вопросы вы тут не задавайте, проявите коммунистическую сознательность. И теперь переходим к тем родственникам погибших, которые активно вели себя, писали жалобы, давали показания прокурору в апреле 1959-го. В 24-й серии мы проанализировали их версии. Это были люди с должностями, но не такие уже и высокопоставленные, как их пытаются представить. Профессор в НИИ или директор совхоза – это такой ограниченный участок их влияния. Дело еще же в связях, в возможностях влиять на процессы. А Слободин, Кривонищенко и Дубинин могли влиять только на своих подчиненных.
Колеватов Саша. Кто были его сестры? Рима – завуч школы, Нина – врач-рентгенолог поликлиники, Вера – заведующая кафедрой общей химии в Перми. Из записи Юдина. Сестра Колеватова работала рентгенологом поликлиники Уралмашзавода. Ее успокоили, что замерзли. Пискарева нашла дочь той самой Римы Колеватовой, которая давала показания прокурору в апреле 59-го. Елена рассказала. Конечно, информацию о травмах мама знала, возможно, не очень подробно, но знала. Я же вам писала, что вся информация, которая поступала по этому делу, практически одновременно поступала и маме. Но мама никогда на этом внимание не акцентировала, хорошо представляя себе, что во время катастрофы люди могут получить самые разнообразные травмы. Конец цитаты. Тут вопрос, какой катастрофы? Где там на месте преступления хоть какой-то признак катаклизма? Пискарева, надо отдать ей должное, проявила настойчивость. В первом письме Елена так и не дошла до того момента, какой версии придерживалась Рима Колеватова. Поэтому она позвонила Елене по телефону и прямо об этом ее спросила. Ответ был ракетный. Елене понравился материал «Комсомольской правды», где было интервью какого-то ракетчика. Кажется, именно этот материал также понравился и Согрину. Он упомянул о нем положительно в одном из писем. Конец цитаты. Тем не менее, Елена добавила, что сама она не сторонник ракетной версии, считает ее дезой, специально запущенной среди населения и следственной группы органами КГБ еще в марте 59-го. Дубинины. Елена Колеватова рассказывала, что семьи погибших в это время поддерживали между собой отношения. Ее мама особенно часто рассказывала про семью Дубининых. Она говорила, что родители Люды очень тяжело это переносили и здоровье у них сильно ухудшилось. Брат Люды Игорь Дубинин дополняет картину. Отец до самой смерти оставался ярым нелюбителем Хрущева, потому что считал его одним из виновников гибели своей дочери. Мама без конца повторяла «ракета, ракета». В то время мама работала секретарем Семихатова. Семихатов – это академик, конструктор ракетной техники в Свердловском секретном НИИ 592. В интервью 2008 года Навиг задает брату Люды свои любимые вопросы. «Кто-нибудь обращался, допустим, в прокуратуру?» Дубинин. «Мне кто-то сказал, что наше дело рассекретили, но все равно нужен допуск. Значит, оно было засекречено». Навиг. «А потом какие версии были? Реальные? Или вам кто-то что-то сообщал?» Дубинин. «Мама считала, что это связано с ракетой. Вот так мы подходили. И самое интересное, что с ракетами, а не с ракетой». По поводу обращений Игорь Дубинин сказал: «Нет, я что-то ничего не помню об этих обращениях к властям от семьи Дубининых. Но отец-то у меня умер довольно рано. Он умер в 67 году. 64 года ему всего было. Конечно, все это сказалось на его жизни». Конец цитаты. Мать Люды умерла в 1980-м. Кривонищенко. Многие надеялись, что папа Кривонищенко, Алексей Константинович, это самый авторитетный из родственников, генерал-майор все-таки, звучит солидно. «Комсомольская правда» нашла старшего брата Юры Кривонищенко, Константина, и перед нами разворачивается вот такая драма. Вопрос. Известно, что ваш отец был начальником строительства Белоярской ГРЭС, то есть человеком довольно значимым, и он добивался правды о гибели Юрия, используя свой авторитет. Ответ. Да, он огромной стратегической стройкой руководил и был в звании генерал-майора. Конец цитаты. И про авторитет отца Константин рассказал случай, как за 10 лет до трагедии в 1949-м Алексей Константинович попал под следствие по хозяйственным вопросам. Какой-то цемент не выгрузили. На него завели дело в прокуратуре и могли наказать очень жестко, но дело быстро и закрыли. А отец краем глаза увидел на столе у прокурора телеграмму: «Кривонищенко не трогать, Иосиф Сталин». Вот и весь авторитет десятилетней давности, которого хватило только, чтобы добиться похоронить Юру там, где решили родители. По словам Константина, отец в семье ничего не говорил про причины гибели сына.
Просто молчал. Многие думают, что он отмалчивался, потому что что-то знал. И Константина корреспонденты комсомолки так и спросили. «Как вы полагаете, если отец не заводил разговоров, не строил предположений о гибели Юрия, то, быть может, он знал всю правду? Только это была такая правда, которую он не мог разглашать по суровым правилам того времени?» Ответ. «Все может быть. Возможно, его упредили строго. Но я не знаю. Даже когда мы с батей собирались за столом, то на эту тему никаких разговоров не было. Если я отца спрашивал, то он уходил от разговоров. Погиб и погиб. И все. Несчастный случай. Если чего-то и знал отец, то не успел сказать. Он умер внезапно в 1970-м. Было ему 63 года». Конец цитаты. На самом деле отец молчал, потому что ему нечего было сказать, а не потому, что боялся сболтнуть правду. Ему было стыдно, что власти о него буквально вытерли ноги. Явно же партийные товарищи поставили перед ним ультиматум: или принимай наши объяснения, или партбилет на стол. Признаться в этом семье он не мог. Залупится он перед властями. Но ведь это для семьи катастрофа. А другие дети что, спасибо скажут? Им нужно хорошее образование, а не папа-правдоруб, потерявший статус и работу. Понятно, что отца тяготило, что с его сыном случилось страшное. Другие семьи на него надеялись, что вот генерал-майор сейчас все порешает. Но в результате начальник строительства Белоярской ГРЭС добился не больше, чем семьи рабочих и крестьян. Весной 59-го семья Кривонищенко переехала в Казахстан, где Алексею Константиновичу дали должность начальника управления строительства Ермаковской ГРЭС. Но стройка там велась низкими темпами из-за организационных и финансовых недостатков и недоработок. В 65-м руководство стройки заменили, а семья Кривонищенко переехала в Украину. Мама Юрия Николенко Надежда Константиновна – это отдельная история. По словам Константина, она тоже о причинах трагедии никогда не говорила. Видимо, по договоренности с мужем эта тема была в семье табу. Ее невестка Нина Пантелеевна рассказала, что мама всегда хранила у себя под кроватью чемодан с вещами Юрия, фуфайку, рукавицы и шапку, в которых он отправился в этот последний поход. В комнате висел большой портрет Юры. И в день его смерти мать садилась перед этим портретом и молча плакала. Надежда Константиновна была переводчицей. Дебютировала в 1958-м переводами с украинского языка в литературно-художественных журналах «Урал» и «Уральский следопыт». И за 2 года до переезда в Украину она даже стала членом Союза писателей Украины. Самая значимая ее работа – повесть про вічне життя Леонида Большакова о Тарасе Шевченко. Авторизованный перевод – это значит, что переводчик почти что соавтор. Большаков потом написал о ней воспоминания: «Была мне другом и матерью». Умерла она в 1995-м, и, казалось бы, лихие 90-е в разгаре, наступила свобода слова, СССР распался, и в таких условиях Надежда Константиновна могла, как литератор, вполне выпустить свои собственные воспоминания о сыне Юрии, то, о чем в семье молчали так долго. Но, как видим, окружающие ее люди вряд ли даже знали, что она мать того самого Юры Кривонищенко, члена группы Дятлова, и можно догадаться почему. Страх советского человека. Надежда Константиновна побоялась портить жизнь живым детям и внукам. Кто его знает, все-таки ракеты, строгий секрет, государственная тайна. С таким не шутят. Слободины. Рустик был парень, кстати, достаточно замкнутый. Недавно я об этом узнала. Особо ни с кем не дружил, такой, на своей волне. Больше занимался бегом и, может, в походы ходил, чтобы социально приобщаться к сверстникам. Отец его, Владимир Михайлович, родился в Казани в семье штабс-капитана, младшего офицера Казанского военного училища. Но после революции штабс-капитан сразу же перешел на сторону советской власти, и сын его, Владимир, в 1925-м вступил в комсомол. В 1959-м он уже был доктором наук, заведующим отделом Уральского НИИ сельского хозяйства. Мать тоже была членом КПСС, работала научным сотрудником этого же Уральского НИИ сельского хозяйства. Проживала семья в престижном доме.
Сестра Рустика Людмила Моргунова в свое время давала охотно интервью всякие, в телешоу засветилась. Вот здесь Людмила очень благодарит Генеральную прокуратуру, Комсомолку, телеканал «Россия» за то, что они не бросают тему и пытаются добиться правды. Она сокрушается, что ее родители умерли, так и не узнав, почему погиб их сын. Они очень тяжело переживали ту трагедию. Здесь она рассказывает, что в зоне палатки наступила сильная жара, поэтому ребята почувствовали нехватку кислорода, они режут палатку, выбегают в эту жару, не соображая, может быть, они и зрение потеряли в этот момент, никто не знает, и они уже бежали по жаре. Но самое интересное – это ее вот это интервью, где эта милая, обаятельная женщина все и объяснила. Это не про отца. Не про отца. Он работал в Академии наук, сейчас УФАН называется, сейчас по-моему РАН называется, я уж не знаю как. Ну, короче, раньше назывался УФАН, Академия наук, которая находится на Софьи Ковалевской. Вот. Он там работал, и он был в обкоме партии, выборная там какая-то должность в обкоме партии. На партийной работе, можно сказать, да? Это не была партийная работа, это вот как научная какая-то. Ну, что-то такое, да, я точно не могу сказать. Но он вес имел вот в обществе, ну, как бы, да. Должность какая-то такая была. Да, была очень высокая должность именно по партии, по партийной линии. Поэтому ему и сказали, что ты не ходи, ничего не узнавай, иначе ты лишишься партийного билета. А это все, это крах. Что ничего не добьешься, а карьеру, на крест поставишь на карьере. Так примерно, да, разговор? Только на карьере, на своей семье, на всем. На всем. Прямо так вот сказали. Вот. И поэтому все молчали. То есть власти были заинтересованы как-то все это замять все-таки. Да, чтобы не было разговоров. И разговоров не было. Прекратили сразу. Люди же боятся, на Урале же, знаете, много знают и много молчат. Таким образом, сестра Рустика, сама того не осознавая, проговорила очень важную вещь. Причем проговорила абсолютно буднично, как нечто само собой разумеющееся. Отец – человек системы, высокое положение, академия наук, партийная линия, вес в обществе. Брат старший в 59-м работал в Институте химии твердого тела Уральского отделения РАН, и перед ним открывались блестящие перспективы. То есть это не случайные люди с улицы, это советская элита своего уровня. Люди, встроенные в систему, лояльные, с правильной биографией. И вот именно отцу этой перспективной семьи фактически кидают в лицо: не лезь, потому что если начнешь слишком активно добиваться правды, лишишься всего. Не только карьеры, а вообще всей жизни, к которой привык. И обратите внимание, в рассказе Моргуновой нет ни удивления, ни возмущения. Она не говорит: как же так, это ужас, мы были шокированы. Нет, она признает все это тихим голосом с оттенком: ну вы же понимаете, нам объяснили правила игры, а это крах, крест поставишь на карьере, и поэтому все молчали. И вот это страшнее всего, ведь это не 1937 год. Не разгар открытой диктатуры, когда людей хватали ночью. Это 1959, хрущевская оттепель. Но теперь не надо никого арестовывать. Достаточно намека, достаточно дать человеку понять: у тебя семья, работа, положение, привилегии, дети, партбилет, будущее. И человек сам начинает себя ограничивать, сам замолкает, перестает задавать вопросы. Вот почему история эта очень советская. Система держалась на огромном количестве людей, которые слишком много теряли, если начинали задавать лишние вопросы. И сестра Слободина честно это признает. Нам все объяснили, мы поняли. Папа пошел в обком партии, ему сказали: вы лучше помолчите и не узнавайте ничего, иначе лишитесь партбилета. После 1959-го карьера Владимира Михайловича Слободина стремительно продолжилась.
В 1962-м он уехал в Казахстан на пост замдиректора Всесоюзного института зернового хозяйства, а в 1968-м перевелся в Москву, в НИИ при Госплане СССР. Там, в Москве, и умер он в 1980-м. О матери Рустика мало что известно, только то, что в 1989-м она проживала уже в Свердловске. В общем, картина понятная. Напрасно те, кто интервьюировал родственников погибших, требовали от них рассказов об активности их родителей, удивлялись, почему те не забрасывали всякие органы власти письмами и не требовали правды и пересмотра дела. На самом деле попытки родственников добиться правды обрубили еще в апреле 1959-го. И никто из них не пошел против системы не то что открыто и демонстративно, а даже тихо и незаметно. А можно было ведь объяснить семье, что начинается новая жизнь, что семья лишается льгот и привилегий. Просто папа написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он тихо уходит с престижной должности, потому что больше не может служить этой системе, которая так по-скотски с нами поступила. Папа будет простым преподавателем в вузе или школе, или там прорабом. Но никто так не поступил, потому что эти люди были частью той советской системы. Члены партии, те самые строители коммунизма, которые всю жизнь работали и верили, что государство – это и есть высшая справедливость. И когда эта система оставила их один на один с их горем, то восстать против нее даже тихо они уже не могли, потому что на кону карьера, работа, семья, дети, статус, партийный билет. А партийный билет в СССР – это социальная жизнь и это будущее. И когда им только намекнули, не надо раскачивать тему, не надо мешать следствию, а где-то и прямо грозили партийными последствиями, этого было достаточно. Им психологически оказалось проще принять ракетную или секретную версию. Это было страшно и непонятно, но это была официальная версия, и ее надо было придерживаться. Типа, ну раз секретно, значит связано с важными интересами страны. И человек продолжал жить дальше, работать, ходить на собрания, говорить правильные слова, стараться не думать лишнего. Вот поэтому Дубинин и винил в гибели дочери Хрущева. Это типично советская модель мышления. Если что-то плохо, значит виноват конкретный руководитель, а сама советская власть остается правильной. Родственники погибших не были врагами советской власти. Они были ее собственными людьми, теми самыми винтиками, которые сами помогали ей существовать. И именно поэтому власти сумели так легко заставить их молчать. Но тут есть один очень неприятный момент, о котором обычно не любят вспоминать. В СССР ведь были миллионы других людей, которые внутренне не принимали существующий советский режим, не хотели участвовать в партийной жизни, не хотели говорить правильные слова, не хотели делать вид, что верят в коммунизм, но и открыто бороться они тоже не могли, поэтому они просто уходили в сторону. Помните этот термин «внутренняя эмиграция». Он не на пустом месте возник. Внутренняя миграция – это добровольный психологический или духовный уход человека от участия в общественной и политической жизни своей страны. Это пассивная конфронтация с государственной системой. Человек остается жить на родине, но внутренне разрывает связи с господствующей идеологией и социумом. Это защитная реакция личности, которая оказывается в условиях жесткого политического режима, цензуры или несогласия с курсом государства, когда открыто выражать свое мнение становится небезопасно. И в этой внутренней эмиграции кто-то очень способный тихо работал в кочегарке, кто-то очень талантливый сторожем, кто-то креативный спивался, кто-то изобретательный замыкался в себе, кто-то всю жизнь оставался странным, неудобным, бесперспективным. Такие люди принципиально не вступали в партию, не делали карьер, не становились начальниками, не получали квартиры вне очереди, не ездили на важное совещание, потому что не хотели играть по тем правилам. Но история их не помнит. История помнит успешных, партийных, правильных, тех, кто встроился и был послушным. А люди, которые просто пытались
сохранить внутреннюю честность и не ломать себя окончательно, обычно исчезают без следа. И что самое грустное, их потом никто не жалеет, потому что внешне они выглядели неудачниками, карьеры не сделали, ничего не добились, и всем плевать на то, что это была плата за нежелание становиться частью большого коллективного вранья. И в этом тоже одна из самых тяжелых сторон советской власти. Она ломала не только тех, кого сажала за решетку, она ломала и тех, кто просто не хотел ей принадлежать полностью. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И в конце уместно напомнить, что в это самое время, в 1959-м, стали появляться в СССР совсем другие люди. Их называли диссидентами. Например, Владимир Буковский, 1942 года рождения. Очень способный парень, из хорошей советской семьи, с прекрасными перспективами. Но после доклада Хрущева о сталинских преступлениях 14-летний паренек вдруг понял, что государство, которому все вокруг привыкли верить, может годами жить на лжи, страхе и насилии. А ведь многие взрослые после этого доклада продолжили жить так, как будто ничего особенного не произошло. А вот подросток сделал выводы. И именно в 1959 году у него случился первый конфликт с советской властью. За участие в рукописном журнале его исключили из школы. Фактически советская система начала ломать жизнь еще ребенку. Просто за попытку думать самостоятельно. И вот на этом фоне особенно хорошо видны контрасты той эпохи. Одни люди молчали, приспосабливались, успокаивали себя государственной тайной, боялись потерять партбилет, карьеру, спокойную жизнь, а другие, еще подростками, начинали понимать, что с этой системой что-то глубоко не так, и действовали, собирались возле памятника Маяковского, выпускали самиздат, писали самодельные журналы. И это, наверное, важно помнить, когда сегодня начинают рассказывать. Ну, тогда все были одинаковые, все верили, никто ничего не понимал. Нет, люди были очень разными. Просто одни выбирали ложь, карьеру и безопасность, а другие – готовность жить с неприятной правдой, даже если за это придется дорого заплатить.